Все, пошел, да? Да, эфир есть. Все, здравствуйте, мои подписчики и не подписчики. Вот сегодня мы проводим второй прямой эфир, как бы пробный, поэтому где-то с чего-то буду запинаться. Пока привыкну к разговору со своим телефоном, хорошо бы было, если бы кто-то вышел ко мне на прямой диалог, чтобы я видел, отвечал на ваши вопросы. Но начну с того, что буду рассказывать про свое состояние, с чего у меня начиналось, как я попал вот в эту тревогу, невроз, и все это по накатанной пошло раскручиваться. Это было у меня 10 лет назад. На тот момент мне было 35 лет. Первую паническую атаку я поймал в 35 лет. Как это происходило, и я ее четко запомнил, как она у меня происходила, это паническая атака. Это было летом, у Шурина там ремонтировали дачу, я вернулся домой и поехал на рынок, мне что-то нужно было купить. На улице стояла жара, очень такая жаркая, градусов 27, наверное, это был июнь месяц. И ходя по рынку, у меня пошел вот такой накат, он как будто зарождается в районе живота, и тебя вот как бы такая волна гонит наверх. И в этот самый момент тебя охватывает страх, начинает биться сердце, там что-то в пот бросать. И у тебя такое ощущение, что вот-вот и с тобой сейчас что-то плохое произойдет. То есть трактовка идет, что якобы к летальному исходу. Вот. Вот меня так вынесло наверх, у меня был страх, он меня держал. Я начал паниковать, потому что я не понимал, что-то происходит, но потом как-то нашла тучка и пошел мелкий дождик. Пошел мелкий дождик, но к этому времени я позвонил брату, когда немного отпустило, чтобы он приехал, меня забрал. Вот. И когда пошел мелкий дождик, меня приотпустило. И что получилось? Получилось, что мое мышление, как бы я подумал, что мне вот так плохо стало из-за жары. То есть, что солнце на меня так подействовало. И вот так рождаются триггеры. И я эту ситуацию, моего состояния привязал к жаркой погоде. Вот. Привязал к жаркой погоде, ну, а понимаем, что летом солнце оно постоянно, и вот с этого момента, когда ты выходишь на улицу, у тебя сразу проскакивают вот эти мысли, воспоминания, они проскакивают, и ты, получается, находишься постоянно в таком напряжении, постоянно находишься в страхе, что вот-вот, и ты все время ожидаешь, что сейчас это снова произойдет. И постепенно вот этот страх, он раскручивается, он усиливается, усиливается и усиливается, и доходит до такого момента, что ты уже автоматически вызываешь у себя паническую атаку, и вот тебя постоянно накрывает. Раз за разом тебя накрывает, но ты не понимаешь, что с тобой. На то время у меня даже, наверное, не было у нас компьютеров. Такой у дочки был какой-то такой квадратный еще компьютер. Телефоны, наверное, еще были кнопочные. Поэтому информации по этому поводу, вот что со мной происходит, у меня было ноль. Ноль. А наш мозг устроен так, он всегда тревожится и боится неизвестности. Мозгу нужен всегда ответ, что это такое и почему. Вот, и у тебя постоянно возникают вот эти мысли, а что это, а что это, а что это тебя все, вот это тебя состояние, когда происходит, оно пугает, и раскрутка дальше, дальше идет. Вот, и как я вам говорю, на тот момент информации не было никакой, то есть я вообще не понимал, что со мной, я думал, что вот я такой один на белом свете, и вот со мной что-то происходит непонятно, а что, ну, ты вообще не понимаешь. Дальше начинает присоединяться фобии, я стал бояться ездить на машине, то есть на любых транспортных средствах. Стал бояться
оставаться один дома. А почему? Потому что у тебя идет такая трактовка, что если ты останешься один и тебе станет плохо, то тебе никто не поможет, и как бы все, ты умрешь. Вот идет такая интерпретация мозга, то есть вот такое продолжение мышления. И дальше еще со мной такие вещи происходили, когда я ложился спать, я не мог заснуть, у меня так быстро бежали мысли, и у тебя вот мышление постоянно завтрашнего дня как-то пролетало. Только я вот не помню, это перед паническими атаками началось, либо после панических атак. Но были вот такие моменты, я уже потом анализировал себя, почему, как я попал в это состояние. Ну, это я расскажу потом. Но на данный момент я не понимал. Я не понимал, и это меня гнало дальше. Это меня гнало дальше, страх становился сильнее, сильнее и все сильнее. И дошло до такого момента, что ты уже спать не можешь. Жена на меня, когда смотрела, она определяла у меня уже по зрачкам, когда у меня страх появлялся, они расширялись у меня в глазах зрачки, и она уже понимала, что вот это у меня страх. И тебя гонит страх, и что человек начинает делать в этих ситуациях? Он начинает как бы спасаться. Он начинает спасаться, и в этом находит как бы интерпретация, что когда ты сделал охранительное действие, что ты там начал делать вот со страха, как бы ты спасся. И ты вот это действие берешь на вооружение. Ты постоянно делаешь вот эти моменты охранительного действия. Я помню, едешь на машине, останавливаешь, просишь, чтобы там брат или кто-то знакомый остановил машину, выскакиваешь с этой машины, там проседать начинаешь, сжиматься, как бы спасаясь вот от этой панической атаки. Но все шло дальше, эти панические атаки, вот они меня накрывают и накрывают, и накрывают они постоянно. И вот этот момент постепенно есть попадание в руминацию. Руминацию это потом, кто долго в этом был, вы поймете, что такое руминация. Я даже вот последние ролики снял и буду упражнения показывать, как с ними переключаться. То есть ты постоянно начинаешь думать про свое состояние. И вот эти картинки воспоминаний, как тебя накрывали, вот они тебе начинают проходить. То есть наш мозг устроен так, он у нас не понимает, где у нас реальность, а где виртуальность. То есть для нас мы понимаем, но для нашего мозга это все одинаково. И потом у тебя уже панические атаки становятся просто от воспоминания того, что с тобой было. Вот только приходят эти картинки, мысли, тебя тут же охватывает страх, и все, и тебя несет на паническую атаку, и ты начинаешь вот избегать вот этого состояния, как бы вот смерти, как бы свою смерть избегать, начинаешь делать вот эти так называемые охранительные поведения. Вот, что происходило дальше? Дальше страх разгонял, нервная система, ты все время в напряжении, и нервная система до того, ну, как простым языком говорят, до того расшатывается, что у меня были такие моменты, вот с затылка и полностью тебя как бы электрическими разрядами, вот сеткой, как бы кто-то обрисовывает, как обливает кипятком. Вот я это видел, как электрическими вот разряды у тебя прокатываются от затылка до пяток по всему телу сзади, как бы ошпаривает тебя, обливает вот этими электрическими разрядами. Вот, и ты вкручиваешься дальше, у тебя подсоединяется бессонница, потом у тебя начинает подсоединяться невралгия, так называемый кардионевроз. Подсоединяется кардионевроз, ты начинаешь пугаться сдавливания груди, не менее руки, прострелочные эти боли, и тебя несет дальше, дальше, и тебя еще дальше крутится, дальше твой мозг разгоняется до такой степени, тревожность мозга, то есть он уже, получается, постоянно тревожится, но это уже
У меня раскрутка шла постепенно, вот уже год за годом. Где-то примерно 3 года я никуда не обращался вообще, потому что я даже не понимал, куда это, ну, надо обращаться. Потом уже как-то появился компьютер, вот какая-то вот немножко там информация, что уже ты начинаешь понимать, что надо обратиться там к врачу, какие-то там психологи, либо там психотерапевты. Но что интересно, мы воспитаны так, что наше восприятие психологов или психотерапевтов это что-то такое страшное. У нас же интерпретация идет, что если ты обратился к психологу, значит у тебя чего-то там, ну, если соседи узнают, значит у тебя что-то там с головой. Ну, это в то время вот такие у нас залаживались убеждения. И, и, и вот пошел я к своему, записался первому психотерапевту, пришел на прием, мне выписывают препарат, по-моему, он назывался, точно не помню, но, по-моему, на Вот. Купил эти таблетки, но нервотики, как обычно, их не пьют, ты на них смотришь, у тебя тревога перед ними, страх перед этими таблетками, особенно препаратами. Особенно, когда еще почитаешь побочку, то у тебя вообще полный страх тебя несет, ты уже стоишь, колотишься, начинаешь делить эту таблетку, может выпить, может не выпить, и вот от этого все больше несет. Вот. И разгоняюсь я до такой степени, то есть, что мозг мой вообще становится тревожным, малейшее что-то, проявление у тебя трясет, и в голове такое ощущение, я помню, был такой момент, приехал у меня брат двоюродный с Португалии отдыхать к нам в Беларуси, мы поехали там, ну, родственники поехали к нему, к теще там свой дом. И вот я помню, они там сидят за столом, а ты сидишь и все время вот ты в напряжении, ты думаешь про свое состояние, и у тебя это уже выработанная привычка мозга думать, что с тобой. То есть постоянно вот мониторить, думать, вот ты как бы все время в себе находишься. То есть вот есть внешний фон, а ты в себе сидишь. Ты как бы не очень сильно обращаешь внимание на то, что происходит вокруг тебя, а ты все время мониторишь как бы свое состояние. Вот это уже и есть руминация, это вот и есть уже попадание вас в эту руминацию. И приходит вечер, нужно ложиться спать, а у меня уже со сном были проблемы. И нам получилось так, что мы, молодежь, как бы спали на сеновале, а уже постарше спали ну, в доме, на кровати. И вот все там, ну, часть моих родственников, которая должна была спать на сеновале, вот они засыпают, они один засыпает, второй, третий, а я смотрю, как они засыпают, и меня начинает крутить, накручивать вот этот страх, что я не засну, либо что они сейчас заснут, а мне станет плохо, и мне никто не поможет. И меня раскручивает до такой степени, вот происходит такое напряжение в голове, такое ощущение, что вот если еще чуть-чуть, и вот как зрелая вишня, если ее надавить, она брызгает в разные стороны. Вот такое у меня ощущение было, что вот чуть-чуть и она лопнет. То же самое происходило с телом. Было такое сильнейшее напряжение, что казалось, что вот чуть-чуть, и ты на 1000 мелких кусочков разлетишься. И я разбудил сестру и попросил ее, говорю, вызови скорую, потому что мне сейчас, наверное, все будет конец. Вот. Но в тот же самый момент я еще немного соображаю, я понимаю, что скорая помощь там 30 километров от этой деревни, и все вот это, то, что я думаю, что не спасут, что это ничего не даст. И вот и скорую помощь мы не вызывали. Мы не вызвали скорую помощь, а мы вышли со двора, у них там озеро вдалеке было, и мы как бы как-то с сестрой пошли
на это озеро. Пошли на это озеро. А было уже где-то время 12 ночи. Звезды, луна светила. И я начал видеть, чувствовать, что меня немножко стало отпускать. Меня стало отпускать, как бы вот это напряжение стало понижаться. Оно стало понижаться, и, и меня немного вот отпустило, как бы спало вот этот момент. Но я не зафиксировал этот момент. Вот в чем своя суть КПТ, что нужно учиться анализировать, что с тобой происходит и что с тобой ничего не произошло. Это одна из вещей самоанализа. Вот самоанализа, то есть почему у меня канал называется «Путь познания себя». Вот. И вот дальше как-то подключилась, да, депрессия, я помню, было, наверное, неделя, я как-то вот все время дома, на улицу выходил, но все, у меня была полная подавленность, то есть это я сейчас анализирую, уже было такое депрессивное состояние, но мне все равно приходилось ездить, правда не за рулем, но как-то я вот все равно ездил и неосознанно, как бы ты проходишь вот эти панические атаки, ты уже как-то, наверное, все равно автоматически запоминаешь, что они тебя не убивают, и немножко понижается вот этот страх. Помню, в больнице ездил снимать, вот когда накрывало все, брата просил, завези меня в больницу, надо снять кардиограмму, мне плохо, потому что уже соединяется психосоматика, тебя уже начинает разные симптомы уже потихоньку, не потихоньку, а уже дергать. И ты вот летаешь в эту больницу, делаешь кардиограмму, тебе говорят, у вас все нормально, никаких причин для волнения нету, а тебя все время штырит и штырит. Вот, начинаешь проходить разные обследования. Начинаешь проходить разные обследования. УЗИ там и так далее. Уже понимая, что с тобой происходит. Потом записался я к другому как бы психотерапевту. Методом тыка тоже нашли в интернете в Минске, в государственной поликлинике записался по анонимному приему, поехал туда, вот тогда мне, наверное, выписывали стимулатон, такой антидепрессант, и вот я его пил 2 года, но они мне не помогали, они, вот, что пьешь, что не пьешь, ну, по моим ощущениям, что они не работают. Вот. И потом, когда уже закрутило очень сильно меня, очень сильно закрутило, мне выписали лирику. Лирика, это, по-моему, прихабалины. Вот, выписали лирику, и прямо там, в этом кабинете, в этом здании, дали мне одну капсулу, такая половина красненькая, половина беленькая, по-моему, 0,25 грамма, если я не ошибаюсь, или 0,025 или 0,25, вот что-то такая дозировка была. Я выпил эту лирику, они мне сказали посидеть в коридоре, я посидел минут 5 и заметил, что оп, я поплыл. Я поплыл, такое ощущение, как ты вот изрядно выпил спиртных напитков и спиртного напитка, и вот такое состояние, что ты как бы опьянел. Вот. Я вышел с этого здания, они еще спросили, вы за рулем или нет. Я сказал, что нет, я не за рулем, как бы приехал, меня привезли. И я вышел такой вот в таком состоянии, сел в машину, и мы поехали домой. Потом я еще раз пил эту лирику, еще раз я пил, ходил вот по квартире ходил и плечами вот цеплялся за косяки. Еще такой момент, и там же я начал ездить на прием к психологу. Вот помню, у меня появились навязчивые мысли, или я не мог остановить потока мыслей. Вот что-то такое было, потому что я задавал вопрос, вот
мне прут мысли, негативные на мысли, навязчивые вот эти, я не могу их остановить, я не могу с ними что-то сделать. Она мне отвечает: так вы не думайте об этом. Я начал понимать, что этот психолог мне не поможет, потому что интересный ответ: не думайте об этом. Если бы я мог не думать об этом, то я бы к вам, думаю, не приехал. Вот. И все, и я туда больше не езжу. Меня гонит дальше, страх меня гонит, эта раскрутка дальше. Ты уже понимаешь, что это у тебя психическое нарушение, но что с ним делать, ты не знаешь, как с ним работать. Вот в чем момент, ты не знаешь, что с этим делать, и нету нормального специалиста, который бы тебе объяснил, как с этим работать. Вот что происходит. Я вам скажу сразу, что хорошего специалиста очень тяжело найти. Очень тяжело найти, поверьте мне. Вот. Поверьте мне, потому что я ездил к разного рода специалистам, к мануальному терапевту, потом ездил на иглоукалывание, потом ездил как бы к гипнотизеру какому-то, перебрал еще несколько психологов, вот, и психотерапевтов, вот. И вернусь назад, вот 2 года я пил этот стимулатон, он мне не помогал, тревога, она раскручивается. Дело в том, что после панических атак, если их не отработать сразу, человек попадает в состояние постоянного такого страха, постоянной тревоги и напряжения. Все, для тебя становится как бы вот это, что с тобой происходит, опасным, плюс подсоединяется агрофобия, и ты попадаешь в такое колечко постоянного страха. Постоянного страха. Ты живешь в постоянном страхе. Хорошо, если еще вы можете спать, если уже не можете спать, то ты в круглосуточном страхе. Вот. И что происходит дальше? Дальше психосоматика подключается, она тебя дальше крутит, и потом ты приходишь уже до предела, попадаешь в такую симптом хронической боли. Вот у меня я уже вышел на хроническую боль. Вышел на хроническую боль, да. Так, что я начал делать? Я начал как-то интуитивно, наверное, мне мозг подсказал, я стал заниматься спортом. Еще кое-как я делал, вот у нас школа находилась за домом рядом. Я ходил туда как бы на турники, и вот в это время, когда ты занимаешься спортом, ты немного как бы отвлекаешься, и в то же самое время, это уже изучил дальше, ты жжешь свой кортизол, то есть расщепляешь его, потому что его переизбыток в крови, его очень много, и, и что-то я вам хотел сказать. И из-за этого вы постоянно вот в этом напряжении страха находитесь. Что-то я вам хотел сказать по кортизолу. Да. Ты сжигаешь, как немного отвлекаешься и жрешь кортизол. И еще, я уже дошел до такой степени, что я чувствовал, как у меня надпочечники в поясничном отделе спазмируются. А что это происходит? Они выбрасывают кортизол. То есть они регулярно, периодически мне уже до того, что ты чувствуешь даже, как этот впрыск идет в твою кровь этого кортизола. То есть это говорит о том, что ты уже разогнан на полную катушку разогнан. Да, и вот все, мозг переключился на хроническую боль. У меня постоянно било по пояснице, да било так больно, такое ощущение, что, как я рассказывал в ролике про хроническую боль, что у меня, кажется, вот ноги откажут. Вот такая адская боль, оно как бы
стреляет, не стреляет, вот. Тяжело писать это ощущение, но оно такое невыносимое, и она все время варьирует, она становится постоянной, и она все время то уменьшается, то потом на пик, когда выходит. У меня даже было, я сползал с дивана и начинал растяжки делать, чтобы как-то облегчить вот эту невыносимую боль. И вот я как-то переключился, мозг переключился на эту боль, он на ней как бы зафиксировался. И так вот как-то переключился с панических атак, но оно все равно тебя получается, как будто вот все время крутит. То одно, то другое, то третье. И вот ты все время в этом замкнутом колечке, ты вот все время сопротивляешься, ты все время как бы сражаешься с этим, пытаешься выжить, потому что это вот все, это невыносимо терпеть, но ты как-то вот за счет, наверное, своей силы воли как бы тянешь себя. Ты понимаешь, что ты в аду, но ты в аду, но как-то пытаешься жить, как-то пытаешься тянуть себя, не сдаваться, не сдаваться. И вот я помню как-то в какой-то момент, я как-то выскочил с этой ситуации, как это произошло, я не помню. Хотя уже я был раскручен нормально, раскручен достаточно нормально, но как вот это получилось, видно, я переключился потом на хроническую боль. И вот как-то, наверное, чем-то немного, вовлекся и вот как-то переключился неосознанно. Но это было ровно 3 недели, 3 месяца. А потом получилось, что мы поехали отдыхать на Украину, в Затоку, и по дороге, то есть я поймал сильный стресс, понимаете, километраж большой, и ты когда едешь, ты все время в напряжении, потому что ночью едешь, там ямы, детей везешь, и вот ты все время в напряжении, и когда мы приехали на тот отдых, у меня снова включилась поясница, боль, начала проявляться, и все. И я думаю, ё-моё, я уже не вытерплю, снова возвращается, и все, и ты на этом циклисте, и все, и тебя начинает раскручивать. Но когда еще были там, ты как-то отвлекаешься, то там море, то туда-сюда, особо на это, как бы, еще получается переключаясь. Но уже когда я вернулся домой, уже даже по дороге домой она усиливалась вот эта хроническая поясничная боль. И вот это уже был самый такой спусковой крючок, когда я туда вот через 3 месяца, наверное, вот не помню, или 17-й, наверное, 17-й год. То есть вот получается, я где-то лет 6 был, потом вот как-то немного выскочил с этого, и потом вот скидывает второй раз через 3 месяца. И все это по новой раскрутке начинает идти, но оно уже идет более агрессивно, более быстро и более ярко. То есть все, страх тебя моментом охватывает, что вот оно все назад возвращается, и все, и пошли вот у тебя на тревоге эти воспоминания, и все, и тебя закручивает по-новому, но мое ощущение, что закручивает намного жестче, намного сильнее, и у тебя уже я начинаю понимать, что у меня просто я уже, наверное, с этим не справлюсь, я уже, наверное, не смогу. Вот, а вот это твоя отчаяние, оно ввергает тебя в депрессию. И, наверное, вот я еще год, наверное, оно раскрутилось быстро, год или два еще как-то боролся, и все, я начал сдаваться. Что значит сдаваться? Сдаваться это все, ты погружаешься в депрессию, я уже не мог не работать, ничего, ложился на кровать, тебя ломает так, что тебе жить не хочется, тебя внутри все ломает,
выкручивает. Вот такое ощущение, что кости, как женщина после стирки выжимает белье, знаете, в скрутку так вот делает, чтобы в аду выжать. Вот такое я ощущал, что у меня внутри, что у меня так кости крутит, вообще все тело крутит. Там вообще это ощущение такое его не передать. Это так тяжело терпеть, понимаете, даже по изучениям врачей сделали выводы, что вот эти психологические боли, они намного сильнее, чем у человека физиологическая, техническая боль. И вот это с тобой все постоянно происходит, и тебя это ввергает в депрессию, ты перестаешь уже сопротивляться, ты начинаешь ложиться, и у тебя все, тебя начинают поглощать негативные мысли. Какие там негативные мысли, ты уже все не сможешь, все закончено, будущего нет, то есть жизнь закончена, вот такое идет мышление. И уже за негативными мыслями начинают появляться суицидные. Но на тот момент я еще с последних сил попал вот к этому моему учителю, девушке, дай ей Бог здоровья, КПТ, когнитивно-поведенческие. Да, я уже начал сдаваться, но у меня у жены есть знакомая, она тоже страдала вот, ну, у нее не в такой форме, как у меня, было полегче, но она страдала, вот как человек переживает за свое здоровье, ипохондрия называется. Вот. И вот мы с ней, я уже сдавался, она искала в интернете, эффективно помогает, вот, когда человек в таком состоянии. То есть в нашем случае она прочитала информацию и пишут, что КПТ, когнитивно-поведенческая терапия, помогает только при справлении с этим расстройством. Ну, конечно, препараты, но препараты, они являются как костыли, это временные, то есть они дают вам временное облегчение, чтобы вы начали работать своим мозгом. Вот что дают препараты. Вот эти антидепрессанты, это обратный захват серотонина, плюс транквилизаторы, которые под прикрытием транквилизаторов, которые снимают вот эту тревожность, напряжение, вот эти нейролептики разные, их сейчас очень много разных разновидностей, там вот этих разных препаратов. Вот. И она находит специалиста, ну, то есть не специалист, она находит ответ, что эффективно работает вот в этих тревожных расстройствах, то есть КПТ. И она начинает искать у нас в Минске специалиста по когнитивно-поведенческой терапии. Она находит мужчину, едет к нему первый раз на прием, она еще со мной созванивается, мне уже плохо, я уже еще зубы тише, как бы скрипя зубами, ты еще что-то пытаешься, как бы уже вот тебе какая-то хоть маленькая, но надежда вроде вот знакомая дала, надежду еще последнюю, что вот вроде бы КПТ с этой задачей справляется, и я немножко как бы, как вам сказать, немножко уверовал, появилась надежда. Вот. И вот она на первый прием едет к мужчине, но у него все расписано. Я тоже хочу к нему попасть, но у него занято, и он меня перенаправляет к своей коллеге, девушке, женщине, коллеге к своей. И, ну, выбора нету, надо все равно ехать, потому что в этом состоянии лишь бы кто помог. И я вот еду к этой девушке на прием, и она мне начинает объяснять, что со мной происходит, и какие механизмы, как работает внутри тебя, вот в этом состоянии, как устроен мозг. Но это постепенно, все это постепенно происходит. Но она начала мне давать объяснения, и я начал понимать, что вот оно,
вот оно, выход с этой ситуации. Но я уже вкручен сильно, очень сильно вкручен, вот. Очень сильно вкручен. Мы проводим первое занятие, я ее понимаю. Еще самое главное — это понимать психолога. Поэтому вы не отчаивайтесь, если вы сходили к одному, второму, третьему, четвертому. Это не факт, это не говорит о том, что КПТ не помогает. Просто вы не нашли своего психолога. Вы не нашли своего психолога, потому что первое, это нужно понимать, как бы, чтобы он вас понял, и вы его поняли, что он хочет, поняли, что он хочет до вас донести. Вот. Так, ну что, еще будем дальше рассказывать или уже на сегодня как бы... А? Еще такой вопрос. Телефон свалился. Еще такой вопрос. Задавайте вопросы, задавайте. Кто хочет, выходите в прямой эфир. Вы помогали Петров что-то или что? Патров? Не понял. Петров. Помогали. Петров, да, помогал. Петров. Возможно, помогал, потому что мне многие пишут, я отписываю. Многие пишут, я отписываюсь, на прямые линии со мной тоже люди выходят. Я сейчас работаю, и что интересно, с разных стран со мной, даже с Америки человек русскоязычный, я его консультировал, также с России, с Украины, с Польши, с Казахстана даже, ну, прямой эфир не вел, вот не прямой эфир, а выходили со мной на контакт, на консультацию, понимаете? Вот, еще откуда были, даже Россия из-за Урала человек мне писали еще украинцы, но не вышли на, ну, как бы на мой контакт, со мной на контакт, вот. Но дело в том, что наш старый канал, когда я его запустил, то уже было у меня 570 подписчиков. И я, понимаете, я только начинал, я недолго вот связан с ютубами и с инстаграмами и с тиктоками. Это вот спасибо вот Славе, моему продюсеру, которому я, кстати, вот, Слава, подойди, вот, он расскажет, я ему тоже помог справиться с тревожным состоянием в свое время, как мы с ним познакомились. Да, ну я не сильно был погружен, но уже у меня была тревога серьезная. Я как только видел какую-то, особенно когда приходил домой, оставался один дома, нечего было делать, и постоянно приходили тревожные мысли, и ты не знаешь, куда тебе деться. То есть ищешь, ходишь по дому, сядешь, телевизор не смотрится. Идешь что-то делать, ничего не делается. Получается руминация, то есть человек все время крутит в голове свое состояние, он не может переключиться. Это вот такая ловушка руминации. Я при тревожных мыслях начинал улыбаться. Но вот как бы... Встречаюсь, да, как только приходила мне тревожная мысль, я сразу улыбался, встречал улыбкой. Даже вот когда сам улыбаешься, вот улыбнитесь, и такой у вас как бы радость поднимается. Немножко. Я эти мысли все время встречал вот с этим настроением. Я начал разрабатывать, я начал додумывать, что можно, исходя из того понимания, как работает мозг, что можно придумать так, чтобы заставить его переключиться. Но его тяжело заставить переключиться. Здесь нужно упорство, как бы идти до последнего. Вот. Так что мы с Славой запишем вот эти упражнения. Я подробно вам буду в них рассказывать, как работать вот этими упражнениями, чтобы заставить переключить мозг. Это потом уже впоследствии, когда у вас уже получается и оно запускается, вот это тревожное мышление, можно командами стоп останавливать, либо щелканием резинки. А вот в этом моменте, когда вы в плотненькой руминации сидите, вот только так я смог переключаться, то есть постоянным движением, проговариванием, смотрением. Тут главное осознавать то, чего ты должен добиться. Вот как она работает, и получается осознанность называется. Вот.
Ну вот Слава немного дальше расскажет. У меня, наверное, начало уже получаться переключаться, вот так убирать мысли с улыбкой или хождением вперед. Наверное, через недели две я уже почувствовал первое, Чуть-чуть да, такое, первое да. снижение тревоги. То есть приходила тревожная мысль, я улыбался сразу, как бы встречал ее улыбкой, как бы, Отделялся. да, Это отделялся. отделение, дистанцирование Ну, может называется от быть, да. мысли. Она вот только приходила ко мне, я сразу улыбался, и она уже потихоньку начинала, придет, я улыбнусь, и я уже замечал, что она меня как бы отпускает. Оно даже, Я- Слава, вот подробнее расскажем, оно ее как бы отдельно видишь от себя, Ну, ты ее как бы встречаешь, ну да, получается. встречал эту То есть ты мысль. с ней не сливаешься, а вот ты ее как бы видишь, улыбаешься. Когда улыбаешься, оно даже внутреннее какое-то состояние, такое ощущение радости. Простая улыбка. Просто вот взял и улыбнулся, и как бы уже ощущение радости. И вот я старался каждые мысли вот эти плохие встречать улыбкой. И вот говорю, не сразу. Это не действует, ни день, ни два, это будет около месяца с этим справитесь, и потом уже каждую мысль встречаешь с улыбкой, она сразу же уходит. И То всё, есть и у вас уже занимаешься своим. у вас уже появляется навык работы с мыслями. Слава вам рассказал только один прием по работе Ну с да, это мыслями. у меня вот так Да. получилось именно Я этим вам приемом. Да, я вам потом ролик сниму, какие еще есть приемы работы с мыслями, как с ними можно работать, это называется дистанцирование. Я натренировал свой мозг до такой степени, что я уже с мыслями мог делать, что хочу. Я их мог брать, выкидывать, мог за мыслью проговариваешь свою мысль, отделяешься, сбрасывать их, как бы вешать ярлычки на них. То есть уже абсолютно владел потом визуализации я так оттренировал, что психологов, вот, которые там, ну, известные на ютубе, все говорят, что тревогу нужно перетерпеть ее, как бы принять. Я научился дистанцироваться от этой тревоги. Я научился ее выносить себя, эту тревогу. У меня есть вот этот ролик с игрушкой записан. Я ее не мог, вторичную тревогу, она так выматывает, что ты ее не можешь как бы уже переносить. И вот разными методиками, у меня 3 методики было работать со вторичной тревогой, а одна из них эффективно это дистанцироваться, это видеть тревогу в другом. Вот. Я вот этого нигде не встречал, возможно вы встречали, но вот такого способа работы с тревогой я нигде, ну, по крайней мере, то, что я смотрел, я немного смотрел, но смотрел так по диагонали ролики Федоренко, Живнировича, Сергея Бурдукова, вот парень наш, белорус, молодец. Вот, то есть отодвинуть ее от себя. Все говорят только про принятие, что ее нужно перетерпеть. Также я использовал наблюдение тревоги в себе, то есть я налаживал на себя. У меня упражнение было с ногами, и я запоминал, как я расслабляюсь, и потом, вот когда ты, вот этот постоянный у тебя внутри находится, ты не можешь его терпеть, ты постоянно, ты в таком одинаковом напряжении, оно все гудит, гудит. Я потом себя представлял, трес ногами, представлял себя в этом состоянии, говорил, как классно, как хорошо. То есть я переключался, я не наблюдал тревогу как тревогой. Вот. Ну вот, сегодня вам долго я рассказываю, может уже... Так, кто-нибудь пишет, вы помахали Петрову, здравствуйте, здравствуйте, вы помогали Силя плюс, что-то я тут не понимаю, кому мы помогали, вон какой-то английский Вы язык. помогали. Риола плюс 404. Ну, ты, наверное, Это, работал. может, вы Ты, наверное, работал с ней на том канале, который тогда заблокировали, может быть. Риола плюс шифровки принимали, может принимали, может помогали, может принимали. Вот. Так, если вы там с кем я работал, вы как бы поймите, психолог тоже не распространяется. Это первое, что как бы консенсус называется. Онлайн можем поговорить. Вот, ну, то есть я не имею права другим рассказывать, там, что вот с таким-то человеком, там, ну, это такое чисто человеческое право, поэтому я рассказываю, с каких стран, кому я помогал, ну, фамилии и имена я не имею права называть, там, кому я помогал.
Вот. Так что на сегодня, наверное, закончим. У нас сейчас сезон начинается. Вот лето еще сегодня немного холодно, но мы будем с Славой часто снимать прямые вести эфиры. Вот я еще с одним парнем договорился, которого я выводил год у нас здесь в моем городе. У него было ОКР, компульсивно-компульсивное расстройство. Это, вы знаете, навязчивые мысли, когда человек в эти мысли верит, он тоже глубоко был. Я с ним вел вчера диалог, он сказал, что тоже, ну, по крайней мере, вчера сказал, что как бы он согласен тоже поучаствовать в прямых эфирах, рассказать, что было у него, про его состояние, как он это ощущал, как он с этим, ну, из моих консультаций, моего опыта ему помогал, как он выходил с него. Вот, так что подписывайтесь, входите в эфиры, я думаю, для вас это будет интересно, прямые эфиры. Не стесняйтесь, задавайте вопросы, выходите прямо на прямую связь, задавайте свои вопросы, что вас беспокоит, как беспокоит. Все, что я знаю, все, что я понимаю, я буду вам подсказывать, что как в этой ситуации сделать, То, что имею я в своем багаже опыта, я с вами поделюсь. Ну все, на сегодня спасибо, заканчиваю свою трансляцию, поэтому подписывайтесь, следите за нашим каналом, мы посылаем Будем сообщения. почаще, да. Да, Слава. Может, вы изъявите желание поприсутствовать у нас на эфире, рассказать Да, свою, кстати, ну, историю. если готовы открыть себя, как бы на эфире, Александр будет с вами даже рад поработать. Это, ну, будет в прямых эфирах, но, естественно, это будет еще и отдельно, ну, работать, давать задания вам, работать с вами, но на прямых эфирах можем обсуждать Да, ваши проблемы, подключаться можете. Хотите, не показывайте лицо свое, Да, закрывайте. по вашему желанию, еще, Да. еще такой момент, я рассказываю, но я не рассказал, где-то я забываю, что со мной было. Может, не вы, расскажешь. да, может, вы какой-то наводящий мне вопрос будете задавать, а с Пишите. вами такое было, то я буду вспоминать и как бы, да, отвечать. Можно и видео рассказывать, можете Да, онлайн да. приходить. Со мной много во чего время было, эфиров. много через что я прошел, и поэтому был я глубоко, одним словом я вам скажу. Вот. Ну, одно слово только, что 10 лет, вот в целиком, я только 3 месяца как-то выскочил случайно, потом меня по-новому как скинуло. То есть в совокупе я был 10 лет. Вы зададите вопросы, за сколько вы с этим справились, мне понадобился год. Но вы не примеряйте мою рубашку на себя, потому что все по-разному, и у каждого будет свое время выхода с этой ситуации, если работать. Вот. Поэтому не думайте, ой, это много, и мне год придется. Это не факт, это есть не так. Поэтому у каждого свой путь, и не нужно мерить чужую рубашку на себя. Все, ладно, спасибо за то, что смотрели нас, спасибо, что смотрите. Пишите, будем ждать на наших прямых эфирах, будем записывать ролики также в YouTube, сбрасывать. Все, до свидания. До свидания. Окей. Ну и что ты